Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Продолжаем сегодня прохождение Мафии 2. На прошлом стриме я посмотрел запись. Да, действительно были пролаги какие-то. Не знаю, правда, с чем это были связаны. Но возможно из-за того, что игра старая и под новые драйвера, может быть, что-то там не настроено, пришлось поиграть с настройками вертикальной синхронизации и сглаживания, соответственно, вроде не должно больше тормозить. Если будет тормозить, вы, пожалуйста, скажите, пишите, если что-то будет не так. Итак, поехали. У нас глава 4, насколько я помню. Привет, Артем и Андрек. Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Встретиться с Джо в баре у Фредди. Так. Надо что-то прикинуть, правильно? Ну, давайте вот это наденем. Тан-таран-та-тан. Так. Так, секунду. Наверное, вот здесь можно было выйти. Да, точно. Возьмем сейчас какую-нибудь другую тачку. О, роллер GL 300. О, какая красивая. Погнали. Куда нам там надо? Я вообще хотел постримить вчера, но тут немножко... Извини, друг, я не специально. Немножко планы поменялись у меня со старыми знакомыми. Вчера встретился. Поэтому, соответственно, да, стрим не состоялся. Ну ничего. Надо же, как иногда в реал выходить, не только стримить сидеть, правильно? Как у вас дела, ребят, рассказывайте. Ну, вылезай. Так, где он там? Смотрите, кто пришел. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Эй, имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Возьму только то, что он должен. Пока. Но когда про это узнает Альберто, кое-кто О. в дерьме утонет, уж поверь. Ну и Знаете слышал, голос? ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых 2 лишних месяца, мать вашу пачку! Где? Мои бабки! Он что себе думает, у меня тут розочки? Делай. Сейчас. Какой Кто суровый. это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ты даже лампочку заменить не Да можешь. не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно.
Пошли. Хорошо. Обнесем подонков вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Угу. 6 часов спустя. Все у вас отлично. Ну, я рад, что у вас, ребятки, все хорошо. Так, едем, грабим ювелирку. Ну, погнали. Коплю деньги на скрипку, буду учиться играть. О, а почему именно скрипка? Ну как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу. Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Да что ты? С Мать почти управляемостью. заставила. Хватит Сложности. ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Я обожаю звук скрипки. О, еще и музыкант. Я, кстати, тоже... Ну, я не ходил в музыкальную школу, но когда в школе учился, у нас были уроки по фортепиано и баян. Тормози нахрен, пока нас не стопанули. И что? Раз я стримлю, значит... Так, ладно, скоро сейчас сбавим. Раз я стримлю, значит, баяниста, не роялиста из меня не вышло. Да. Ну так, кое-что там по нотам, я помню. Гамму, там все дела. Сейчас дай мне какую-нибудь нотную тетрадь, что-нибудь сыграть, а уж тем более на баяне вообще там дохлый могу. Ты что, красный свет не видел? Нас учили так, с легонца. Нажал на эту кнопку, нажал на эту, вроде что-то там играешь. И нормально. Еще в хоре пел. Так. А что, у всех на виду? Вита, открывай дверь. Офигеть, у всех на виду. Тут спокойно взламываем замки. Ага. Тут их и накрыло. Нет, кто-то еще. Походу конкуренты какие-то. Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Точно конкурент. Нифига себе, брат. Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф? Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай Ага, гони все, что щас. взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу Всем в постам расчет, нахрен. 10.3.1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10.3.1 ограбление. 54-й. Замели. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! На-ка, выкуси. Валим отсюда. Да уж, попадос. Попадос. Надо валить к черту отсюда. Приглашение! Взять их, парни! Брайан, отошли. Давай, выбирайся! А ничего, что нам там в спину? Давай, давай, лупи. Куда лететь-то? Сюда? Черт. Давай. Прикрой меня, я открою дверь. Отцепи этих козлов от меня. Ух ты. Еще немного. Сволочи. Ты смотри, их там еще и менты прессуют. Выбирайся. Давай. Че, можно, да? Стоять, полиция! Вам не уйти! Да уйдем мы сейчас. Назад! Надо найти другой выход. Ты через крышу? Ты же не Бэтмен, блин. Куда ты пошел? Твою мать! Блин, я думал, мы через какой-нибудь подвал уйдем. Что? Снова тупик! Ну давай, парень, у тебя же там все гладко должно быть, ты же сам сказал. А тут кто-то... Черт, какой он шустрый, а. Блин. Сейчас еще кто-то Нам придет, сюда! наверняка. Это единственный выход.
Черт. Не смогла. Валить к черту отсюда! Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как же копы? Давай, выбирайся! Хватайте камушки! Вас разыскивает полиция. Переоденьтесь. Хорошо, хорошо. Так давай бежать уже. Чё, опять? Я стараюсь! А чё случилось-то? Черт, опять что ли глюки какие-то? Чё за фигня? Вертикальная синхронизация, сглаживание, все выключено. Да что ты будешь делать, а? Не, это что-то не то. И ведь только что же такого не было. Что вдруг случилось-то? Ё-моё. Все вроде было нормально. Нет, вот началось, блин. Опять какая-то фигня. Переиграть задание. Да. Надо валить к черту отсюда! Что случилось? Все нормально? Да. То что-то у меня непонятно. То ли идет стрим, то ли нет. Взять их, парни! Погнали, Брайан, погнали, а как же погнали. копы? Давай, выбирайся! Я стараюсь! Ну и? О. Короче, какая-то херня с синхронизацией, что-то такое. Давай, 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 давай. Открой меня! Я открою дверь! Отцепи этих Один. козлов от меня! Уже почти! Выдержи Блин, они еще меткие немного! твари. Давай, помойка, открывайся! Есть! Мы выбрались, Вита! Давай! Ну пошли, пошли. Стоять! Проводник. Полиция! Вам не уйти! Кто-то наводку дал, наверняка. Не Твою просто мать! так. Черт! Снова тупик! Блин, надо, наверное, быстро валить, пока эти не пришли. У меня, кстати, не так много этой энергии в жизни. И аптечек тут нет. Нам сюда! Это единственный выход! Ну пошли. Может, Ну же, как-нибудь Вита, двигай дверь газом! забаррикадируем? Ты с ума Бэтмен сошел? все-таки, да? Лед сплошной. Поскользнешься и фронты. А что делать? Не хочу садиться. Блин, за убийство копов тут они жестко. Насколько я знаю, за убийство копов они жестко мстят. Я уж не знаю, как там было в 40-е годы. Но судя по фильмам... Чё? Ага. Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там! Стреляй! Чёрт, еще и сверху. Осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Пройди сюда, почти, сержант! Да нахрен! Столько мне не платят! Сюда! Так мы выйдем на улицу. Не платит оно. Зашибись. Прикинь, такой отмазу. В полиции. Черт! Приходит, ты догнал преступник? Ну мне за это не платят. Стоять! Полиция! Вам не уйти! Черт. Опять стрельба. Ага. И пистолет. Ага.
Так, спокойно. Сейчас аккуратнее надо. Черт возьми. Давай, заполняйся. Так, минус. Блин, ты хоть попадаешь вообще? Стрелок, блин, хрен. Так. Блин, ты хоть сказал, что... Чё, мы назад? Черт, я побрал. Все у него легко. Помните сцену в «Крепком орешке»? Немного. У нас чуть-чуть тут все быстренько сделаем. Проблем быть не должно, да? Давай в шапку свою покажи. Чё, попал? Я в руку вроде попал. А, ты меня уже ждешь. А, тут это другой вход. Давай, Сусанин, Генри беги. никогда не поверит. Идиоты. Пошли. Андрей, гитару. Блин. Я вот, кстати... У меня друзья многие любят Отвали, мусор. Я ничего не делаю. песни под гитару петь. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан О'Нил, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы, быстро в тень, скорей. Давай, давай. Не волнуйся, давай сумку, я заныкаю добро. Ладно, друг, увидимся дома. Не попадись только по пути. Так, а нам надо сваливать, короче, да? 1000 баксов сразу, ништяк. Так, а мы тут где-нибудь про... Нет, тут мы нигде не пройдем. Тачка-то у нас тут припаркована, да, или нет? Нет, тут коп. Надо как-то мимо них пройти, походу. Чё? Эх ты, ё-моё, а как так-то? Блин, это надо, короче, их остерегаться. Да, я правильно понял. А я что-то расслабился, пошел. Думал, сейчас все нормально, только дойти надо. Был неправ. Был неправ. Так. Как идти-то? Так, где вообще моя тачка? Нет ее нифига. Блин, придется, наверное, какую-то машину грабить. Правильно я думаю? Где-нибудь сейчас тут втихаря. Блин, стоячей никакой нет. Да чтоб вас, а? А им пофиг вообще. Валите от меня. Так вот, я, в принципе, к людям, которые... вон какая-то тачка, сейчас в нее попробуем сесть. Которые там на гитаре умеют играть, всегда отношусь уважительно, но вот гитару не люблю. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Так, погнали. Вас понял. Ну, заводи. Черт, сейчас меня тут расстреляют по дороге. Погнал, погнал, погнал. Вперед, вперед, вперед. Вот, а сам я вот эту гитарную романтику не очень. Не знаю почему. Так вот, у костра посидеть, шашлычок пожарить, это я завсегда. А вот сидеть, петь песни под гитару, не знаю, мне не очень нравится. Так, где магазин одежды? На карте есть, там переоденься. Магазин одежды, да? Ну вот можно вот сюда вот сейчас мимо поедем.
Переоденемся. Кстати, да, что-то про это. Ага, тут сейчас оденешься, да. Давай, колымага старая, газуй вперед. Не, походу я не оторвусь до этого магазина. Они вон меня расстреливают из автомата. Хотя я всего лишь... А, нет, не всего лишь. Я забыл, я же там кучу копов убил. На выход. Быстро. Да быстрее ты давай. Шуруй. Так, что есть? Осмотритесь. Позовите, если что-то нужно. Хорошо. Плащ 67 баксов. Давай купим Все что-нибудь. просто упадут от зависти. Во. Блин, ну видно, что я Аль Капоне. Чё не так-то? Ладно, пошли. Носите на здоровье. Спасибо. Надеюсь, копы-то отстали. На этой машине мне уже, наверное, не сесть. Правильно? Я что-то забыл про то, что одежду тут можно менять. А ты вообще, Артём, у тебя какая-то цель-то вообще есть? Не просто, что на скрипке хочешь играть. Может, ты, не знаю, у тебя какая-то мечта есть. Там где-нибудь в оркестре играть, пятой скрипкой, что-нибудь такое. Или соло. Так, ну, пешком далековато, блин. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас подставляться. А вот, кстати, какая-то точила есть. Я не знаю, правда, выйду я здесь или нет. Так. О. Надо только, чтобы я как-то вырулил. Ну, нормально. Тихо-тихо, ребят. Я просто тут забыл ключи от забора. Извините. Так, спокуха. Давай, давай, давай. Блин, колымага тоже очень фигово управляется. На ней еще, наверное, хотя нет. Хотел сказать Гитлер. Нет. Ленин. Дедушка Ленин, наверное, еще на ней ездил. Все, я тут. Тоже тебя поприветствую. Мечта свалить в Америку, организовать бизнес спокойно. Ага. Насмотрелся Дудя, что ли? Таир Мамедов, как там? Также свалил в Америку и бизнес свой построил. Там, правда, не знаю, что за бизнес, он не рассказал. Сейчас не так-то просто свалить в Америку. Ты вообще смотрел интервью Дудя или не смотришь? Он рассказал, как он в Америку свалил. И как его там оставили. Под какими критериями. Так. Чё там? Опять его нету. Так, отправляйтесь домой. Ну, я пришел. Чё, спать опять? Ну, пойдем спать. Чё теперь делать-то? Походу, да. Дудя? Не Дудя, а Юрий Дудь. Вбей в Ютубе Юрий Дудь. Он интервьюирует разных интересных людей. Не очень. Вот последнее интервью у него было с Таиром Мамедовым, если ты знаешь. В Comedy Club выступал. Привет. Оба, да? Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Нет, Пока. спасибо. Медицина в эти года не очень была. С Это было болезнями нечто. всякими нехорошими. Так вот. Этот Таир, он, короче, эмигрировал в Америку. Ну, как он сам рассказал. И для того, чтобы его там оставили,
А, блин, переодеться. Хотел в трусах уйти. Так, а где мой мега-костюм-то? Я надеюсь, он остался, нет? Рубашка, байкерская одежда, гоночный, полевая. А где мой мега-плащ? Этот, что ли? Смокинг. Школьная форма, да, как школьник сейчас оденусь. Ну, по идее, вот это вот, да? Оно? Оно, о, нормальный. Вроде солидный мужик. Не какой-нибудь там непонятно кто. Во, Андрек знает. Так вот, он рассказал, чтобы его там оставили, ну, есть там какая-то прописочка для того, что если хочешь там остаться жить, ты должен написать, что ты, типа, у тебя там куча достижений, ты там мега крутой чувак, у тебя там есть такие знания, у тебя вот такое портфолио, такое портфолио. Ну вот, кстати, если ты выучишься на крутого скрипача... Твою мать, дура баба! Ну я... Вернись! Сейчас продолжим. Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Так, а где? А, пойдем. Ты мою машину разбила! Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Ты чё? Эй, мужик, усохни. А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда. Я предупреждал. Так, и не понял, ты чё, офигел, что ли? На-ка! На! О! И чё? Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Ой, ну тебя нафиг. Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Нет, спасибо. Плюс 50 баксов. Она мне, что ли, заплатила? Или я с него снял? Чё-то не понял. Кто-то кого-то прикончил. Прикончил? Да нормально, он просто лег отдохнуть. Чё? Ну, устал человек с дороги. Она на его тачке уехала? Я что-то не понял. Взяла его тачку. Так, а что нам надо? Езжай в бар Фредди, чтобы пообедать с Джо. Опять в бар. Ну, пойдем. Так вот. Надо написать, какие у тебя достижения. Вот ты выучишься на крутого скрипача, да? И можешь написать... Ё-моё. Что ты крутой скрипач. Вот. Ты там... У тебя там куча концертов, на тебя ходят люди. И я уверен, они тебя там оставят. Вот. Вроде как так. Но он, Таир, сказал, что типа это при Обаме была такая штука. А когда только Трамп сел за, ну скажем так, трон, да, за президентство, вроде как эту лавочку немножечко подприкрыли. Так что сейчас как он типа не знает. Может и знает, но типа об этом речь не шло. Так что вот так. Такая вот вещь. Вообще это, как тебе сказать, такая интересная мечта свалить в Америку, да? Типа там к лучшей жизни. Проблем здесь, проблем решать ты не хочешь. Лучше свалить куда-нибудь, где хорошо, где до тебя все сделают. Оба-на. Дежурит тут какой-то хрен. Так, где наш Джо? Привет, парни. Хай! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Голос Бориса Репетура. Кто знает, Что вам ставьте лайк. принести? То же, что и мне, и побыстрее. Передача от винта, если кто Слыхал помнит. про ваш междусобойчик с ирландцами. Анекдот. Поздравляю вас обоих
С отличной работой. Салют. А салют? Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Так, Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. пошли мокрые дела. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Ничего себе. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Мгм. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, Вот ты парни. где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. А Босс, этот я- голос узнает Пошли кто? со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна Спасибо. помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Ага, крутой, значит. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри, Да. он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, кореш. Понятно. Пошли, короче, по мокрухе. Так, как зовут, сколько тебе лет? Ой. Зовут меня Сергей. А лет мне скоро 35. Пока, приятель. Пока, приятель. Да ты жаворонок. Какой жаворонок. Сам ты рябчик. Так. Нам надо куда ехать? Заберите снаряжение у Гарри в Кингстоне. Ё-моё, куда ехать-то далеко? Тачка-то моя. Надо тачку починить, я так думаю. А то как-то не солидно на такой ездить. А может и пофиг, нафиг ее. Ну хотя вот, есть вроде у нас мастерская. Давайте до нее сгоняем. Сейчас. О. Починим. Ну, будем просто аккуратненько ехать. Да и все. Так. Да, чую, блин, мокрое дело предстоит. Тихо, 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 тихо. Ребят, ну у меня и так машина потрёпана.
Дайте уж проехать. Не скажешь по голосу, что тебе 35. Да сколько мне дашь? По голосу. Ну, понимаешь, тут же еще зависит от микрофона. И опять же, голосовые связки-то у всех разные. Но мне не дашь. На вид мне никто не дает. Блин, а я же пропустил магазин. Тьфу ты. А поблизости... Ладно, фиг с ним потом. Я уж не думаю, что у меня машина-то расфигарит, пока я обратно буду ехать. Что-то я немножко заговорился, да прозел. Да ладно. Ай-яй. 25-30. Ну, нормально, да. Где-то так и дают, я тебе скажу. Да, дядя уже большой. Но все равно в игрушки играть приятно. Тем более игр много пошло с рейтингом 18+, то есть явно не детских. И вообще сейчас у нас еще, наверное, с каких-то советских времен такое, как сказать, не поверье, а как же это назвать? Что, мол, игры для детей, все дела, это несерьезно. А делают вполне серьезные люди, это серьезный бизнес, куча денег на этом зарабатывается. Так, пушкари надо достать. Понятно, ребята работают. Что случилось? Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Ладно, заходи. Так чё? Заходи. Кто там? Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Ну, заходи. А, я не успел просто. Я понял. Так. Тут патроны, а тут что? Нет, тут ничего. Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя? Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. Циркулярка. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого! Ну надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и... Надо же! Оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вита. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Сколько нам? Надеюсь, Часа ты 2? на колесах. Байки Тяжеловат. рассказывал. Ха, удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. В машине во дворе, окей. 4 года играл в колду. Понятно. До скорой встречи. Не, я так много что-то не очень люблю играть. Не, я в Call of Duty играл в какую-то
Modern Warfare тоже помню, как ты играл. Достаточно, ну, месяц, может, 2. Прилично так. Так. Что, сюда класть, что ли? У меня папа только в танки играет. А, какие танки-то? World of Tanks или этот, как... Армата, может? Или эти... Тундра? Загребут сейчас, наверное, с этим пулеметом. Ну, блин, ну вот ты видел, что машина едет? Ну, проходи, ты чё ты, не знаю. А то с World of Tanks мы очень знакомы. Да, Артём? Ну, как-то сейчас немножко от танков отошел. Немножко надоело. Может, кстати, я стал хуже играть, не знаю. Но я из-за этих танков столько хороших игр пропустил. Как-то все не было времени. И до того, и так далее. War Thunder, понятно. Не, War Thunder я играл всего немножко, мне не понравилось. Я, короче, ее снес. Какая-то она медленная, мне кажется. War Thunder. Ну, казуальная, если говорить уже современным языком. Все-таки World of Tanks, мне кажется, похардкорнее будет. Так, как мне тут проехать-то? Я вообще еще люблю разного рода тайкуны. Ну, то есть экономические симуляторы, экономические стратегии. Вот это вот прям вообще. Еще люблю футбольный менеджер. FIFA менеджер или Total Club менеджер. Раньше такой был. Преследую гонщика. Блин. Ясно. Придется увалить, угонять. Да, что-то я разогнался. Да хорош. Сейчас меня тормознут там. Все, я потихонечку поеду, говорили. Я в тундре нормально качнул танков, для самолетов тоже. Ну, у меня-то уже как бы нет столько времени играть. Черт, красный свет. Нас тут ехали. Тащу идиота. И надо же было въехать в них. Ну ё-моё, ну простите, ребят, я не специально. Ты чё меня блокируешь? Я не специально, ребят, дайте уеду. Блин, взял, столкнулся. В наручники, это уже все, это уже серьезно. Все, пропали. Блин, сейчас я с этим пулеметом-то загремел бы тут. Я же не скажу, что это у меня разрешение, и у меня есть пулемет. МГ-42. Танки это аркада, там все зависит от дамага. Тундра это хардкорная игра, так как там все зависит от твоего скилла и знаний, куда отшел танки. Сейчас, Артём. Я... Откуда ты, Генри? С Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Климента.
А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. А нас засекли уже. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готовься. Ладно, я готов. Ладно, наш выход. У них пушки! Вон там, в том окне! Толстого? Все готовы! Хватит уже палить! Я и так оглох наполовину! Так, и чего? Бежим на заводе и убейте его. Чё это? Офигеть. Мастер. Олен. В текстурах тут запутался. Ладно, Вита, поплывем. Ну, иди! Стреляешь, как моя сестра! Ну, ты труп! Да сейчас мы их обойдем, блин. Чё вы так вот приходишь? Черт, у меня патронов нет. Это надо же такое. Блин. А как я без патронов сюда пришел? Живее, Вито! А то жердяй уйдет! Как скажете. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем! за тобой, жердяй! Опа-на. Прикрой меня, Вита. Ладно, Вита, поплыли. Так, сценка. Урода, пока у нас патроны не кончились! Куда он попал? Отлично. О, черт! Охренеть. У них коктейль Молотова. Блин, а тут бухло. Не трогай меня! Сейчас тут все нафиг взлетит. А теперь вся эта чертова клака сядет дотла. Сколько бухла Вылезай. пропадет. Да тебе не похер на бухло. Тут жизнь дорога должна быть. Да как так-то? Стреляешь, как моя сестра. Да согласен, блин, я не знаю как. Он на Нео из Матрицы похож. Что ты будешь делать? Пробуй его обойти! Тихо. Вот так вот. Так, жердяй. Ордяй. Я готовы! Хватит уже палить! Я и так оглох наполовину! Так, я пойду. Я бегу. Я выхожу. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Один выстрел. Живее, Вито! Вот так. А то жердяй уйдет! Ты Жердяй первый, уйдет. Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем! Я патрон дайте соберу, а то у меня патронов. А у них что, у всех пестики, да? Мы идем за тобой, жердяй! Прикрой меня, Вита. По жопе прям. Сейчас тут с молотом выйдет. Дело. О, черт! Осторожно! Что такое было? Все-таки. А теперь вся эта чертова клака сгорит дотла. Черт, ты где-то там? Пропадет. Блин, эти еще Ладно, рабочие Вита, тут бегают. поплыли. Так, сейчас тут этот хрен будет. Да офигеть, какой он порядке? шустрый. Держи.
Все, пошли, пошли, Я и так пошли. оглох наполовину. Сейчас попробую взять. Блин, 5 патронов. А? Раз. Прикрой меня, Вита. Живее, Вито, а то жердяй уйдет. Как скажешь. Все, я иду, иду. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Ладно, Так, Томми Ган, говоришь. я захожу. Ладно, Вита, поехали. О, черт! Осторожно! Я на тебя надеюсь, это все, чем меня порадует. Где тут Томми Ган? Тут я только пистолеты вижу. Да что ты? Вся эта чертова клака сгорь дотла. Сколько бухла пропадет. Так, что с этим-то делать? Убили его? Убили. Так, Вита, у мы него, идем, походу, Рика. автомат. Давай, двигай. У него Я дробаш захожу. есть. Давай возьмем дробаш. Ладно, Вита, поехали. О! Эх ты, успел. Покажи личико-то. О! Чуть промазал. Да что ты? Так, патроны есть. Черт возьми, ну да, тут, блин, броник Я надо. захожу. Будь начеку, Вита. Молодец, Вита. Попал. С другой стороны. И это... Давайте, Давай. давайте, ребят. Жми кнопку, Вита. Все целы. Никто не ранен. Ты что это творишь, а, Джо? Напротив. хочу. Клёвую Зайди выпуску туда, возьми попробуй. журнал. Пьем на работе, да? Да ладно. Когда это ты стал ирландцем? Не вниз же мне спускаться теперь. Вот и они. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Их тут целая армия. Пошел, пошел. Нифига себе замес, Ладно, Вита, блин. поплыли. Всё, не стреляй, чувак. Ну что, твою мать, я могу сделать, когда в меня палят со всех сторон? Вита, сделай что-нибудь. Ты у нас специалист. Хорошо. Я рад, что мне такое доверие оказано. Вот и все. Где у них тут автоматик? О, Живее, свинка наверху. свинка. Так, что ли? Надо было. Так, мне надо подождать. Ты профукал возможность. Да ладно. Прикончу. Давай, вылезай. Я тебя жду. Вот и все, и нет тебя. Давайте, пацаны, пацаны. Бегом, бегом. Ой-ой-ой. Страшно-то как. Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Делаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климента. Все, все. Нифига себе. Вот это жирный. Да позорная! Ничего себе. Этот жирный. Генри, ты в порядке? Куда ранил? Ни черта я, блин, не в порядке. Он прострелил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Хорошо, хоть Мне ногу. надо к Эль Греко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься.
Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Да ладно тебе, даже близко не попал. Блин, там менты, полицейские, все дела. Так вот, Давай, Вита, он же кровью истекает! Шевелись! ну чё шевелись-то? Выбирайтесь с завода. Ну, ты как хотел выбраться-то? Вита, быстрей! Генри не облегчится! Ну, так а чё я должен делать-то? Давай, Вита, он же кровью истекает! Шевелись! Хорошо, хорошо, друг. Вита, быстрее! Стекает кровью. Делаю, что могу. Так, тут лестница. Эй, осторожнее. Больно же. Я не хочу Шевелись, умирать! дальше сам пешком пойдешь. Ну и Нормально. не всё. хрен сразу обижаться. Я всего лишь кровью истекаю. Так вот, насчет танков. Оба-на. Все гребаное заведение разваливается. Да, журналы уже не возьму. Блин, сейчас меня... Давай. О! Не ушибся? Так, 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 так. Че ты там идешь? Черт возьми, я знал. 13-й контракт. Знал же не к добру. Ты вообще о чем, везунчик? Давай, давай, давай. Тащи его. Сейчас еще Быстрее, тут будет. огонь распространяется. Блин, World of Tanks ведь тоже надо выцеливать. Вита, найди выход! Блин. Выход найти. Сейчас найдем. Во, выход нашел. О боже. Черт. Сейчас за нами погоня, да? Если я не Нет, доеду... вроде. Эй, не смей так говорить, приятель, просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? А, И что там стало с еще тем счетчик парнем в кино? идет. Помер. Господи, ты водишь хуже моей бабушки. Спасибо. Он вооружен! Буду стрелять на поражение! Да откуда ты знаешь, что я вооружен-то? Вас понял. Еду, никого не трогаю, вооружен. Стоп, 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 стоп. Тетеньку не задавить. Блин, на этой Колымахе, конечно, тяжко. Едем, едем быстро. Ты смотри, а блин, да это мы так не уедем, они нас сейчас пристрелят. А если вот так? Давай, эта штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, Блин, плохо щас- можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге вырос мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль-Греко, мать твою. Вика, еду дави я. на газ. Генри там потеет, как в церкви. Ты что заставило бы меня ехать быстрее? Ты! Черт возьми, блин, да они ему уже всю голову Парни, пострелили. кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем? Врача. Ты ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу. Не понимаю, чего в больницу-то не поехал. Потому что если ты припрешься в больницу с Блин. пулей, они сразу вызовут коп. Да. Там что, ребят вроде нас видят часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вик. На тебе все как на собаке заживает. Так, вроде отстали чуть-чуть. Едем вперед. Еще какой-нибудь резкий поворот будет. Оп. Да. Будешь продолжать в том же духе, и Генри труп. Эй, Генри, ты не спишь? Ну давай, потерпи немного.
Мы будем у Эль Грека через минуту. Так. Я уже чую аромат суваки. Едем и едем повсю. Тихо, друг, ну извини. Только не надо, пожалуйста, опять ментуру. Блин, опять, а? Как вы меня нашли-то? По раскулоченным этим самым? О, давай, все, на нет сходит, отлично. Так вот, танки что же? Машина разыскивает Эй, жми полиция. на газ, или Генри конец. Помрет, сам хоронить будешь. Можно другую взять. Какого хрена, Вита? Ну-ка вернись. Возможно, угонщик. Я понял. Ясно. Понял, Вот понял. машину угоняет. Преследую. Вас понял. Описание. Рост 6 футов. Темные волосы. Все, худощав. погнал. Я понял, ребят, что это не Ясно. прокатывает. Все, погнал. Описание. Рост 6 футов. Темные волосы. Худощав. Не надо Вас меня понял. описывать. Все никак мыслью не закончу. Вита, вон тот дом. Прямо перед ним. О, отлично, доехали. Доехали. Вы доктор Эль Грека? Нет, художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, док. Господи, За нами должок. Несите его в дом. Элода. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Ей, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да, я тоже. Я останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно. Окей. Так, а меня же разыскивают. Мне надо что-то делать, да? Машина тоже в угоне числится. Да, и машина в угоне, все в угоне, короче. Надо что-то придумать. Блин, тут полно ментов гоняет. Так, что ж придумать-то? Надо что-то сделать. О, а тут ж недалеко одежда, магазин. Пойдем-ка. Блин, так как туда нормально пройти? Тихо-тихо, с автоматом, я думаю, нам не позволят ходить. Так вот. О, а что за тачка? Ты что тут делаешь? Ладно. Друг. Да хорош. Вас разыскивает полиция, переоденьтесь. Сейчас я переоденусь. Сейчас вот до машины добегу. Отлично. Так, держите, сейчас. Отлично, машина не в угоне, нормально. Так вот, в танке что же, извини меня, надо целиться. Это сейчас просто там все голды начали стрелять. А года 3 назад все было нормально, надо было выцеливать. Обязательно. По гуслям стрелять и так далее. И на мой взгляд, это реально игра хардкорная. А сейчас, конечно, в эпоху кумулятивов, голды, фугасов, естественно, да, ты не танкуешь. Раньше вот, когда до переработки механики столкновения, там была хитрость такая. Ты берешь уголком танк ставишь, и тебе ничего, а танк противника разбивается. Это, конечно, может быть не совсем натурально, но, по крайней мере, ты хоть как-то смог защищаться от тарана, да? Нежелательно. Едет на тебя и едет. Хоп.
Каточек ему какой-нибудь левый или правый подставил, и все, тебе урона минимум. Еще. Тебе урона минимум, а противник либо все хп снимает, ну либо почти все. То есть как бы приходилось думать, стоит его ехать на таран или не стоит и так далее. А сейчас, да, вот все это сошло на нет. Ну и как бы игра-то она уже довольно-таки старая, отток игроков пошел такой достаточно значительный. А раньше и тундры не было. Да. Но опять же, да чтоб вас. Блин, а куда мне надо? Переодеться, блин. А если я зайду? Меня не загремут? Могут загрести, наверное. Ну ладно, если что, я потом переоденусь. Скалета. Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вита, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вита? Ты ничего плохого не натворила, а? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вита. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора, не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, обязательно. хорошо? Береги себя, Вита. Минус 2 косаря. Окей. Отправляйтесь домой. Так, надо переодеться. Блин, я же дома был, там же шмотки какие-то были. О, кстати, тут есть какой-то магазин. Добраться бы только до него. Нормально. Вроде сейчас доберемся. Должно быть косяков. Можно мне какую-нибудь не гангстерскую одежду? Добрый день. Чё, кто где? А где этот самый? Качество стоит каждого потраченного цента. Потраченного цента? Повседневный костюм. Да давайте Это возьмем тоже. О, такой же костюм, только другой. 67 баксов. В тундре тарана нет, это косяк. Я, конечно, сейчас не знаю, что там. Ну, блин, раньше, извините меня... Носите на здоровье, сэр. Спасибо. С этими, как его там... Там тоже было неправдоподобно, насколько я помню. Вот эти пролетающие, там, непонятно как, снаряды задевающие. Ну, вот это какой-то там повтор был. Мне это, кстати, не очень понравилось в то время, когда я играл. Так, надо какую-то машину взять. Только какую? Не хочется тут всех на виду воровать тачку-то. Мастерская. Вот какая-то есть. Вроде бы даже бесхозная. Двухместная. Ну ничего, зато за ней особо не запали. Подозрение в угоне машины. Да вы офигели, что ли? Вас понял. Тут машину угоняет, преследую. Врешь-то все, не угнал я ничего. Ясно. Блин, нарисовались вы откуда, ребят? О, давай, прессани этого засранца. Так, а мы сейчас куда-нибудь заедем в уголок. Блин, все равно, да? О. Все?
Блин, машина-то все равно в угоне числится. Давай какой-нибудь, который не в угоне. Вот это что ли взять? То надоел от этих засранцев. Долго еще стримить. Так, сколько? Час всего. Ну, наверное, так следующую главу вот закончится. Вернее, вот эта глава закончится. И все. То есть как бы до логического какого-то завершения. Я не знаю, сколько там будет эта глава-то идти. Так, ну надеюсь, не в угоне этот числится у нас. Чтобы заправиться, нет, заправляться не буду. Так, чувака мы починили. Извините, ребят, это муляж. Чё, тут еще и менты были. Так, вот, пойдем домой. Интересно, тут настолько проработанная игра, что мой тот костюм, который я покупал за 67 баксов, будут его, если я в нем появлюсь, опять меня будут разыскивать. Блин, этого говнюка постоянно нет. Лечь спать. О! Так быстро. Хорошо проведенное время. Ну, это что-то больно быстро, реально. Я только час по стриму. Меня уже ждут пацаны какие-то. Вита Скалетта? Да, что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Вот и все. Пройдемте с нами. Завалил столько народу, а за Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Вот еще но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Капец. За самое безобидное замели, а? Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Чё мамка скажет теперь? Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Витторио Антонио Скалетта. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения 10 лет? свободы. За какие талоны? Да идите вы. 10 лет за талоны, блин. За убийство то меньше дают. Офигели вообще. Долго будет глава идти. Посмотрим. Блин, вот и все. В тюрягу загремели. Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Да, ребятки. Ну что за люди, а? Вот. Да, ты себе это покажи, маме своей.
негры, смотрите. Ладно, не негры. Чернокожие. С этой стороны. А тут азиаты. И вот, хоть их разделили, да, а ощущение, что там обезьянки, что там обезьянки. К слову... Хочешь проблем, котёныш? Я... Простите, я не могу. Сейчас, я тебя могу. Иди. Будь мужиком. Тебе что нравится, придурок? Быстро встал и вернулся в шеренгу. Так вот, никого не хотел оскорбить, если что. Эй, ты, умник, не заставляй меня повторять. В шеренгу. Да блин, да что ты меня-то лупишь? Я нормально шел. Скотина, а? Двигай! Засунуть тебе эту биту в одно место. Так вот, не призываю никого к какой-то там расовой или национальной розни. Стоять и так на далее. месте, На всякий направо, случай. А то разные люди на бывают. другое право. Слушайте, кретины. Я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды, я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так натяну, до небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло, мы вас спустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились в шеренгу и за мной. Типичный тюремный охранник, каких в фильмах показывают. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Тебе между ног побреют. Ладно, поехали. Заводи. Эй, мешок дерьма. Делай, что сказано. Делать идите все, что скажет охрана. Я тебе эту дубинку засуну кое-куда. Слушай, красавчик, или делай, как сказано, или пожалуйте в карцер. За мной. Ну вот слышите, да, ну на кого он похож? На племя обезьян, на диких. Больше ни на чем. Это разве люди? Это не люди. А их потом на свободу выпускают. После всего. Чё ты? Смотрите. Чувак развлекается как хочет и как может. Вон куча постеров на стенах, на полу. Я тебя буду лупить как грушу. Никто мне не помешает. И тут тоже. Иди вон дырку себе сделай там в стене. Дом, милый дом, лезь. Ё-моё. Тут кто-то был, какая-то свинья. Явно кто-то за собой не следит. Ложиться спать на койку в камере. Да. Блин, хоть бы порядок, что ли, навели. Вообще. Я же не такая свинья, какая здесь была, какая здесь до меня была. И негров запеканкой называют. Ну, Андрей, тебе-то, наверное, можно, с тебя спрос небольшой. А сейчас извини меня. Вот он, мой дом на следующие 10 лет. Крыса. Выглядел он паскудно и пах не лучше. Кланяться пулям в Европе и то круче. 3 дня спустя. 3 дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галанте, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Ну да, одному тут тяжко с этими обезьянами. Любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами. Я ищу Лео Галанте. Приятель, отвали. Спасибо, друг. Ты очень вежливый. С таким базаром на воле ты далеко уедешь. Эй, я ищу Лео Галанте.
Не знаешь, где его найти? Приятель, отвали. Да вы братья, я смотрю. Да? Близнецы. Одно и то же. Ладно. А ты что скажешь? Эй, я ищу Лео Галанте. Не знаешь, где его найти? Пошел вон, дубина. Да. Кого же спросить? Ты что делаешь? Ты что-то рисуешь? Наверное, ты нормально. Никогда не слышал. Ну хотя бы не слышал. Сколько это лет? 2? Ты тут что Эй, делаешь? мне бы поговорить с Лео Галанте. Не покажешь, где он? Да-да, старик. В шахматы играет. Во. Уже. Так, где тут шахматы? Почти 2 месяца. А тебе сколько? Следующим летом выйду. В чем базарим, пацаны? Как дела? Я тут по ошибке, ну вы знаете, да? Все замолчали сразу. Чё, как, братва? Скины, что ли? Лысики. Тоже два брата-близнеца. Так, ладно, давайте найдем шахматиста. Напоминаем, что из-за пожара на прошлой неделе библиотека закрыта до особого распоряжения. Заключенные, получившие книги, отвечают за них до открытия библиотеки. Шахмат. Не похоже, что кто-то тут в шахмат играет. Ваше время. Вся ваша база. О, кунг-фу. Мое кунг-фу сильнее твоего. О, нашел. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был с Барбарой в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Опа-на, Ты попадос. за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Парни, мама была права. Бог он есть. Это он послал тебя сюда. Ну ты зря в него веришь. Чтобы я тебе отплатил. Так. А это Получается, Mortal Kombat. Небольшое пари. Блин. Давай, тормоз переросток. Опа-на. Чё ты там не скажешь? Оп-оп-оп-оп-оп. Бей ему зубы! Я таких дощек петухов! Так, спокойно. Петухов на завтрак. Тихо, тихо, тихо. Разойди! Слушай! Пошли вон! Рыси! Так, я не понял, а кто победил-то? Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. От скотина. Закрывай. Унил меня чуть не прикончил, но я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Заявил. Да он даже не знает, кто ты. Как долго вы будете его там держать? Пока не сделает выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Петуха из меня бойцового хотят сделать, Проснись да? и пой, Скалетта. К тебе, посетитель. О, дедок, шахматист. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить? Да, один из ребят Клементе сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту, Клементе. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого О'Нила. Ты неплох. Я его уделал. Пошли со мной. Там ничья вроде была. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с О'Нилом. Ему нужен спарринг-партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Зашибись. Это я груши Ты для битья поможешь бить нам, буду. парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет не вариант, правильно? Я не помню, чтобы спрашивал.
Ладно, ребята, поехали! Нашли, блин, грушу. Козлы. Ладно, сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал, а потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Так-то, Пепе. Не задирай свою будку, черт тебя дери. Так. Ногами работай, Пепе, ногами. Ну, а чё я не могу? Помните, без защиты не выиграть, парни. Каждый пропущенный удар может стать последним. Ух ты! Только посмотрите. Эй! У нас тут спарринг или тренировка? Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Понятно. Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Неплохо. Блин, это больно. Ну и чё? Блин, контратака не прошла. Хорошо, хорошо. Давай еще 2 раза. Да что ты? Так, еще раз Ага. не то. Давай, давай. Опа-на. Отлично. Быстро учишься, сынок. Ладно, ребята, на сегодня хватит. Молодцы. Так насколько ты близок к Клементе, Вито? Если честно, никогда его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Ха, надо же, этот глист Гурина еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и Лука сказал, что возьмет нас в семью за 5000. Что? Вот же сука Альберта. Был подонком, подонком остался. Так это как бы больше, чем обычно? Ага, на 5000 больше. Семью берут не за деньги, Вито, а Вот за то, именно. что ты надежен, хороший добытчик и вообще разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберто и Луке придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Я так и знал, что этот козел меня тут 5000 за то, что в семью войти. Я такого никогда я про это не слышал. Так. Короче, здесь пацаны... Ой, это чё? Мячи футбольные. Чё, как? Уинстон ставит 2-1 против Пепе. Не будь Пепе мне другом, я б поддержал. О'Нил просто животное. Давай, Ты- покажи еще разок. У вас чё, пацаны, нового? Откуда старик Галанте столько знает о боксе? Сейчас по нему не скажешь, но когда-то он был чемпионом. Настоящим О, чемпионом. Шаолинь Ладно, монах. Я слышал, он без перчаток дрался. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты поставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву. Будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Китайцы, Понятно. шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? Бей быстро, измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Понятно. Сейчас, ребят, минутку. Минуточку. У меня тут просто одна прога открыта. Ну, вы ее знаете, да? А китайское печенье из китаёза этого выпало? Ты чё, хочешь славу Джеки Чану, да? Ну, сейчас посмотрим.
Да ты худой, блин. Оп. Ну давай. О. Смотри, рот еще открыл. На обезьяну похож. Забей его до смерти! Вот так, бей его! Быстрее бей его! Вот так, бей его, бей! Так. Ну давай, давай. О. Так, спокойно. О. О, все. Ты глянь, он еще и двигается, блин. Встал. Забей его до смерти! Быстрее забей его до смерти! Вот так! Бей Давай, его! давай, давай, ну. Бей его! Вот так, бей его, бей! Его учитель будет не рад. Бей его! Бей Опять его, встает. бей его живо! Ну все, сейчас уже не встанет. Да ты... Забей его до смерти, быстрее! Забей его до смерти! Вот так, бей его! Быстрее бей его! Вот так, бей его, бей! Да это хиляк какой-то. Почему он не бить стиль тигра? Брюс Ли лысый. Так, еще недельку отсидели, да? Сколько там осталось? 9 лет и 52 Пошли, недели. Скалета, опоздаешь на работу. Ага, сюда идти. О, пацаны построились. Чё, ты вылез, да? Ты чё пихаешься, а мне сюда? Чё-то ждут, все стоят. Сколько раз в неделю мыться нужно? Это загадка, что ли? Артём. Какая-то. С подвохом. Эй, Чё мне слушай, делать? у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Лаундери. Сейчас меня куда-нибудь заметут в уголок и отметелит. Нет. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет. Нам бросили вызов черномазые. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Заходить в прачечную, приготовить к бою. Мне просто нужно это узнать. Ну так вот, Артём. Мыться нужно каждый день. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Ладно, поехали, не подведи меня. Оба-на. Да это тот самый, походу. Смотри сюда! Бабуинчик. Я отведу эту белоснежку в школу. Я его так отделаю, что родная мама не узнает. Ну-ну-ну. Да, молодец, братан, так и все. Эй, этот ханыга только ложкой наворачивать умеет. Тихо, 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 Ну тихо. же, Я встал, Вита, встал, встал. Ты можешь лучше. Спокойно. Мы размажем нашу белую соплю. Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила. Давай, давай, Ну, давай. Вито, покажи козлам, где их место. Ну давай, друг. Да этот парень победит не раньше, чем братан президент. О. Так. Вито, ты его как раз уделал. Филонишь, как обычно. Тихо, тихо. Так, стоп. Прямо жаль придурка. Он сейчас убьет меня. Снова брешут, но никак не укусят, а? Мы размажем Тихо, нашу тихо, белую тихо, тихо. Давай, Вито, хватай его и добей. Эй, этот... Отлично, теперь гаси На. его. О, как. Да этот парень победит не раньше. На последнем дыхании прям. Молодец, Один малыш, раз. молодец. Твоя доля, Вито. Ты заработал.
Ну, Артем, это Шухер, может пока... синий идет. Вообще каждый день, я тебе Что за шум, говорю. мать вашу? Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета. К тебе пришли. Кто это ко мне пришел? Серьезный. Эй, Скалета, чего застрял? Да иду я. Кто ко мне пришел? О, сестра Привет, пришла. Вита. Привет, Франни. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вита. За О, какого-нибудь Мадонна, криминалюгу, здорово. наверняка. То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твоей руки попросил, но я за тебя рад. Вито, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вита. Уже несколько недель болеет и лучше не становится. Так, Франни. Иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми. Подарок на свадьбу. Вито. Нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вита. Пока. Артем, скажу тебе по секрету, неделю спустя. Один раз в неделю это очень мало. Пошли, Скалета. Сортиры сами не помоются. Тебе может и нормально, но окружающим будет некомфортно, а потом уже будет некомфортно тебе. Так что ты подумай. Ну, если ты хотел действительно узнать. Туда-сюда, иди туда. Иди сюда. Блин, подвал какой-то. Помыться, что ли, меня ведут? Ты у нас новая уборщица, да? За мной. Ё-моё. Артем, ты сглазил, походу, да? Юл, давай упражняйся в другом месте. Слышь, ну реально ты достал. Сортир драй. Ты сам иди драй. Ну вот, и поживее. А ну заткнули чтоб все сверкали. пасти! Ну! Да ладно, ребята, я просто немного распеваю. Твою дивизию, а? Думаете, два грязных. Оглох! Как Драй милая давай! Живо! безумная. Так-то лучше, чтоб сверкало. Охренеть. А ты не хочешь помыть? У тебя вон и швабра есть в руке. Ой, Артем, ну... Я, конечно, не хочу тебе ничего сказать, но это для тебя. Ты же привык к своему запаху. А люди нет, они его всегда остро чувствуют. Смотри, мыло не урони. Ты В чем глянь. дело? Драй давай, хуже будет. Ты сейчас своими трусами его помоешь. Черт. Взял еще и нассал туда. Эй, Ты а грязный этот чё поссал. грязный? Мой еще раз. Ты уверен? Тебе в карцере понравилось, что ли? Нет? Так домой давай. Слушай, вот если б тут никого не было, да? Ох ты, я б тобой отдраил этот писсуар. А так-то лучше, чтоб сверкало. Скотина. Мне это многие люди говорили. Артем, а ты их нюхать заставлял, что ли? Ой.
Ну ты станешь постарше. Ладно, хватит. Там все Теперь изменится, марш в Артем. душевую к остальному стаду. Шагом марш! Так и будет. Ладно, Скалета, раздевайся и мой свое величество. Так. Походу сейчас что-то будет, да? Так, и... Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Фрэнки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял. Сходи покури, что ли, а? Ладно, развлекайтесь, извращенцы. Так. Какие шрамы. Слышь ты, красавчик. вали от Где меня. ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. И вообще, шел бы ты... Ясно. Значит, по-плохому. Козлы. Шоу начинается. Потанцуем, сладкий. А все могло бы быть проще. Так. Да ты скользкий, я смотрю, да? Так, тихо. Быстрее, Джо. Времени мало. Джо. Да что ты, козел? Смотри, он скользкий, а? Давай, вали. А ну, повтори, сладенький. Меня заводит. Белый, блин, весь. Не знаю, в какой херне ты вымазали. Ай-яй-яй. Вырубай его, пусть поорет на славу. Дьявол, а парень-то боец, а? Конечно, ты что, не знал, что ли? Сволочь какой, а? Еще есть кто? А, ты еще, блин. Ну давай. Так. Ну-ну-ну. Ты смотри, тоже, блин, скользкий скотина. Мылом, что ли, намазался? Оба-на. Эй! Второй. Так. Это что еще такое? И где Фрэнк? Да меня за что лупить? Это они на меня напали, козлы. Давай, парень, с песней. А, еще в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Козлы, блин, в карцер мне. Ты ошибся дыркой. Нет! Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. Черт возьми. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Так вот, узнаете голос этот? Петр Гланц. Или Петр Иващенко. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Дэдпула кто Ирландцы озвучил? решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, О'Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед.
Качок. А, это тут Эй, О'Нил, фриц. у меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Ловца и зверь бежит, да? Иди сюда, Мэри. Не думаю. Только смотри, это шустрый, наверное. Давай, слизняк, еще раз. Еще сильнее. Давай, давай. Оп, Умничка, еще раз. Мэри. Оп, еще раз. Да меня мамуля колотила больнее. Так, еще раз. Всё? Тихо, 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 тихо. Встаем, Тебя встаем, хватит. встаем. В этот раз я тебя прикончу. Фаталити. Боже, из чего ты сделан? Малышка, ну же, постарайся. Черт, козел, а он еще дышит. Смотри. В этот раз я не буду нежничать. Смотри, а. Так. Ты быстрый, да? А я быстрее. Хочешь? 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 О, нифига себе. Да ты, я смотрю, мужик. Честный, да? Давай, вали его, вали его. Ну да, так вот его. Нифига, и горл даже Заткни перерезал. пасть. Вот это да. Был пацан и нет Все пацана. обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто — большая паскуда, и того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся, он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их 3. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. И если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто, а мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет, ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клементе есть еще 2 босса. Один Карло Фальконе, второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи — человек чести. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Понятно. 3 мафиозных клана. Глава 7. Ну все, наверное. Хорош, ребят. Прошел я меньше, чем за 2 часа, аж 3 главы. Памяти Франческо. Из тюрьмы я вышел, да? Галанте не Походу. соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но, выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Война закончилась? Так, все. Хорош, наверное, на сегодня. Ребят, всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписываемся, кто не подписан, ставим лайки. Вот, следующее прохождение мафии будет либо пятница, либо суббота. Пока точно не знаю. У нас еще The Evil Within тоже надо добивать.
Вот, а пока всем спокойной ночи, всем пока, всем удачи.